Где лучше жить человеку? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Что лучше, жить в квартире или в частном доме? Плюсы и минусы переезда в загородный дом. Переезд за город на ПМЖ – серьезное решение, в корне меняющее жизнь. И прежде чем сделать этот ответственный шаг, необходимо взвесить все «за» и «против». Итак, какие же сюрпризы ждут новоявленного домовладельца? Мы начнем разговор с очевидных плюсов переезда, и их намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Вот основные. Плюсы жизни за городом. Уединение и здоровая экология. Спокойная размеренная жизнь на природе. Отрада для измученного стрессом горожанина. Тишина, чистый воздух и живописные пейзажи влияют на здоровье, как физическое, так и ментальное, самым лучшим образом. Многие замечают, что позитивные изменения начинаются буквально через несколько недель после переезда. Люди чувствуют себя в разы лучше, чем во время жизни в мегаполисе. Впрочем, стоит оговориться, что тишина в загородном доме не гарантирована. Всегда есть риск того, что соседи окажутся любителями вечеринок или поблизости построят популярный шумный отель. Но вероятность этого намного ниже, чем в городе. Большая жилплощадь. Избавление от тесноты – это огромный плюс загородной жизни, и не только потому, что появляется место для домашнего кинотеатра, кабинета или мастерской, о которых в квартире можно было только мечтать. Собственный дом позволяет обустроить свой уголок для каждого. Членам семьи больше не приходится толкаться локтями на тесной кухне и ждать, пока освободится ванная, а значит, становится меньше поводов для ссор. Удобная индивидуальная планировка дома. Если в городе мы ограничены рамками типовых квартир, то загородный дом может быть по сути любым, разумеется, в границах участка и бюджета. Можно создать постройку с нужным количеством комнат, и именно теми дополнениями, которые нужны конкретной семье. Отапливаемым гаражом, мансардой, террасой и так далее. Возможности для перепланировки дома и расширения жилой площади. Перепланировка квартиры – сложнейшая задача, и далеко не всегда овчинка стоит выделки. Расширить жилую площадь можно лишь за счет коридора, тамбура или остекленной лоджии. И ради нескольких квадратных метров, которые можно выиграть таким образом, приходится месяцами собирать документы и согласовывать ремонт с соответствующими инстанциями. Собственный дом, напротив, можно перестраивать по своему усмотрению. Сносить и воздвигать новые перегородки, достраивать пристройки, превращать чердаки в жилые мансарды. Перепланировку дома следует делать только в соответствии со строительными нормами и правилами. Зато соседи не могут помешать расширению, которое их не затрагивает. Наличие собственной земли. Участок – это не только место для семейного отдыха и посиделок с друзьями, но и плацдарм для решения множества проблем. При наличии собственной земли не приходится ломать голову о том, где поставить автомобиль, как хранить закатки, дрова и куда сложить садовый инвентарь. Гараж, сарай, бытовка, погреб, курятник – все это можно построить, имея в своем распоряжении нужное количество соток. Кстати, о курятнике. Участок позволяет содержать не только домашних животных, но также птицу и мелкий домашний скот. И, конечно же, нельзя забывать о грядках, которые могут обеспечить свежими овощами и зеленью. Неплохое подспорье в трудные времена. Независимость от централизованных коммунальных служб. Домовладелец сам решает, когда включить и выключить отопление и сколько ему нужно горячей воды, которую, кстати, никто не перекроет на профилактику. И оплачивает он только те ресурсы, которые действительно потребляет. В итоге коммуналка в загородном доме зачастую обходится дешевле, чем в квартире. Итак, у жизни за городом немало плюсов, но, к сожалению, есть и минусы, увы, довольно существенные, и их следует обдумать до принятия судьбоносного решения о переезде. Минусы жизни за городом. Скудная инфраструктура. Каким бы ни был коттеджный поселок, его инфраструктура в любом случае будет беднее, чем в крупном мегаполисе. И если отсутствие больших торговых центров и кинотеатров можно пережить, о поликлиниках этого не скажешь. Конечно, за плановым лечением можно обратиться и в мегаполис, но ведь бывают несчастные случаи, поэтому, выбирая место для переселения, следует заранее удостовериться, что поблизости есть медицинское учреждение, где могут оказать экстренную помощь. Хотя с нынешним уровнем медицины без разницы, где вы пытаетесь получить помощь – в городе или в деревне. Все зависит от толщины вашего кошелька.
Отдельного упоминания заслуживают школы. Далеко не каждый населенный пункт может похвастаться образовательным учреждением. А значит, младших членов семьи придется каждый день возить на уроки в ближайший город. Или же переводить их на дистанционное обучение, что, на мой взгляд, намного лучше, так как в школах сейчас тоже образования особо не дают. Все нормальное образование в нашей стране осталось в СССР. Следующий минус деревенской жизни – низкий по сравнению с городом уровень безопасности. Житель мегаполиса может рассчитывать на ту или иную защиту от злоумышленника, тогда как владельцу загородного дома придется решать этот вопрос самостоятельно. Ему необходима надежная входная дверь, роль ставни на окна, сигнализация, выведенная на пульт охраны, видеонаблюдение, сторожевая собака и так далее. И этих мер предосторожности должно быть несколько, иначе избежать ограбления почти невозможно. Хочу добавить от себя, что эти минусы безопасности характерны для коттеджных поселков. В нормальной деревне, где живут нормальные люди, такого произойти практически не может. Третий минус для современного горожанина, который привык работать за письменным столом – отсутствие централизованного коммунального хозяйства. Выше мы говорили о том, что автономность от капитальных служб является плюсом загородной жизни. Но она же является и минусом. Профилактика и ремонт всех систем жизнеобеспечения ложится на плечи домовладельца. Кроме того, ему придется самостоятельно чистить снег, чинить крышу, водопровод, канализацию и так далее. Да и держать в чистоте большое строение намного труднее, чем небольшую городскую квартиру. Соглашусь, это большие трудности для современного изнеженного горожанина. Но самой большой проблемой является капитальный ремонт. Если в многоквартирной постройке стоимость капитального ремонта распределяется между всеми жильцами, то домовладелец вынужден оплачивать все сам. И затраты могут быть весьма ощутимыми. Но по крайней мере вы знаете, за что платите, а не так как в городе: заплатил за что-то непонятно за что. Уход за частным домом отнимает намного больше времени и денег по сравнению с городской квартирой. Четвертый минус – плохие дороги и малое количество транспортных развязок. Добраться из поселка до Большой Земли бывает довольно трудно. Метро, троллейбусов и трамваев нет, а автобусы и маршрутки, как правило, ходят довольно редко. Если в семье есть автомобиль, эту проблему можно считать решенной, но возникает другая – плохие дороги и малое количество транспортных развязок. А это означает быстрый износ машины и несколько часов в день, которые неизбежно приходится проводить в дороге. Впрочем, если домовладелец работает удаленно, что все больше и больше входит в привычку, он будет избавлен от этих неудобств. Пятый минус – отсутствие бесплатного переселения. Владельцы частных домов не попадают под программы расселения ветхого жилья. Если дом находится в аварийном состоянии, придется строить или покупать новый, не рассчитывая на помощь от государства. Хотя и в городе вы можете тоже не рассчитывать на помощь от государства. Наше государство теперь капиталистическое. Если поблизости построят автотрассу, железную дорогу, аэропорт, особняк богатого чиновника и так далее, жизнь в доме станет крайне некомфортной. Жилье резко упадет в цене, и переезд в более комфортный район будет связан с огромными финансовыми потерями. Застраховаться от такой ситуации в России, увы, невозможно. Вот и все минусы жизни в частном доме. Если они вас напугали, хочу вас обрадовать. Несмотря на то, что в городской квартире вы якобы являетесь собственниками, существует один большой минус жизни в городе. Земля под вашим домом принадлежит муниципалитету. И вас в любой момент могут оставить без вашего жилья, несмотря на то, что вы собственник. Если, конечно, вы не депутат или чиновник. А как вы считаете, где лучше жить человеку? Напишите в комментариях. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Юлия Лешкевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.